Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Я еду в Питер на дачу. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Это Ленинградский вокзал. В общем-то, многолюдно, как водится. Иду в туалет. Все комфортно. Обожаю этот вокзал. У меня тут 3 сумки вместо 2, но они все легкие, включая сумку-холодильник. Вот так вот здесь, перед зоной досмотра. Жду пока, какой путь. Вообще, все табло погасли. Непонятка. Уже вроде путь известен. Жду посадку. Поезд. У меня сидячка, самая обычная, и я люблю такие поезда. Больше сапсанов и ласточек. Вот такой вагон. Все замечательно. Единственное, что очень жарко на улице, душно. Но здесь будет хорошо, здесь есть кондиционер. Мы уже в пути. Поезд действительно классный, комфортный. Туалет, освежитель, накладки на унитаз, туалетная бумага, полотенце. В общем, все есть. И биотуалет. Работает на протяжении всего пути. А билет стоит 1000 рублей. Это у меня перекус. Уже приехала в Питер. Погода очень комфортная, хорошая. Сейчас пойду в метро. Ехать недолго, по прямой, без пересадок. И там тоже ждать получается недолго. Вокзал непосредственно. И сразу вход в метро. Просто не все знают, как оказывается. Уже на эскалаторе. Люблю питерское метро гораздо больше нашего московского. Мне кажется, что это метро лучше. В метро еду. Жду электричку. Это метро Девяткино. Тут сразу же и платформа, что очень удобно. Мне вообще нравится этот район. Он прям такой классный. Хотя его, конечно, не все любят, но я считаю, что он очень хороший. В дороге решила пораскрашивать. В общем, немного пораскрашивала, теперь любуюсь видами. Это Кузьмолово. Здесь вообще очень красивая дорога. Поэтому решила поснимать для вас. Так, фрагментами. Не все, конечно. Мне нравятся здесь сиденья такие. В некоторых вагонах оранжевые, как вот в данном. В каких-то голубые. Так прикольно на самом деле. Очень здорово. Я даже не знаю, у нас в Москве есть такие или нет, потому что в Москве я крайне редко пользуюсь электричками. И иногда, может быть, раз в месяц, а то и раз в несколько месяцев пользуюсь МЦК. Но это редко.
вот в основном метро, и пешком хожу. Ну а здесь вот периодически, когда нужно на дачу или на могилу к Александру Ивановичу в Парголово, тогда использую электрички. Ну и тут мне, конечно, нравится. Честно говоря, перед поездкой я очень сильно нанервничалась, очень устала, вымоталась и не знаю, как оно будет, потому что дорога мне далась, пусть и в комфортном поезде, достаточно тяжело. Что в Москве, как я говорила, было жарко. Не, ну в поезде это нормально прошло время, но все равно. Озеро, на которое потом обязательно сходим. Возьму вас с собой. Кавголовская. Такие красивые виды. Шикарная природа. Ну и уже скоро будет моя станция. Побыстрее, честно говоря. Хочу уже побыстрее отдохнуть. Ну и потом уже гулять, дышать воздухом и набираться сил. Я вообще до последнего не знала, состоится поездка или нет, потому что вроде с одной стороны хотелось поехать, с другой стороны как-то не очень хотелось. Плюс все эти ограничения, которые непонятно вводят, отменяют, вообще что происходит. Ну, слава богу, что я поехала. В том году у меня было так, что я ездила, а потом еще продлевала поездку. Как будет в этот раз, тоже не знаю, не буду загадывать. Классное сиденье. Ну, а это я уже на даче. Мой завтрак. Каша, кофе. Ну, тут еще раскраски, конечно. Но это я буду снимать отдельное видео. Погода, в принципе, хорошая. Лягушонок, сейчас его будем вытаскивать. Сюда попал. Красивый. А вот и озеро. Народу немного, потому что то жарко, то достаточно прохладный ветерок. Но купаться, скорее всего, буду. Лежу тут, наслаждаюсь на своем любимом полотенце с раскрасками. Так, а это мы у магазина остановились по дороге домой. Но не тот магазин, который близко к дому, а тот, что к озеру. Вот он. Мы едем в Токсово, хотим зайти в магазин, в пекарню и погулять где-нибудь. Так что поснимаю вам немножко. Ну так, из окна чуть-чуть. Вот. Красиво. У меня как-то в этом году абсолютно нет никакого желания кататься на велосипеде, хотя катаюсь. Просто
в 2018 году я только чуть-чуть попробовала покататься, как-то не поняла, хочу или нет. Летом 2019 года я очень активно и с удовольствием каталась. В том году, не знаю, у меня уже особо удовольствия не было, но тем не менее тоже каталась. Ну а в этот раз, не знаю, как-то мне не очень. Ну, то есть я уже съездила на озеро, но как бы в целом у меня и коленка болит после покатушек. Поэтому, и да вообще я больше все-таки люблю ходить пешком. А тут еще и никакой мотивации не оказалось, потому что ну, что-то там сумка для велосипеда с Алиэкспресс, она, в общем-то, на нее были хорошие отзывы, но там довольно короткие крепления, и периодически сумка падает. Короче, надо с этим что-то делать, и поскольку нет сумки, нет мотивации. Вот. Мы еще... Ну, потому что в сумку можно много чего положить. Так, ну вот, мы уже в Токсово. В том году я тут была, но мы на электричке были. В общем, заходили в пекарню. Ну, кофе там такой средненький, можно пить. Хотя он, знаете, тяжелый. Именно не крепкий, никакой, именно вот по ощущениям тяжелый как-то. Хотя у меня был всего лишь американо. Ну, Наполеон тоже что-то странное у них. Они сказали, что он замороженный. Ну, понятно. Вот. Ну, сейчас едем к зубрам. Давно хотела посмотреть на зубров, но сначала я там на велосипеде не ездила, потом то время, то еще что-то не было. Ну, а сегодня вот съездим посмотреть. Насчет велосипеда, собственно говоря, у меня еще тут мыши постарались. Вообще раньше такой проблемы не было, а вот в этом она появилась, постарались мыши и попортили мне рюкзак. Я бы даже сказала, что они его скорее попачкали, но, короче, на озеро много не возьмешь, плюс погода не особо позволяет. Ну и в велике как бы и нет такой сильной необходимости. Чисто так прогуляться лучше пешком. Гораздо полезнее. Не знаю, мне еще после кофе как-то странные ощущения такие, к сожалению. Ну вот бывает. Ну, видимо, Наполеон сделался. Ну вот, и зубры. Ой, какие же они классные. Наконец-то мечта сбылась. Я, честно говоря, не ожидала, что сюда попаду в скором времени. Они просто потрясающие. Хорошенькие. Ой, а вблизи вообще просто чудо. У них глазки такие красивые. Вообще красавчики. Хорошие. Не, ну, конечно, все такие в репьях. Но здорово. Зубропитомник. Ну, в общем, мы как бы не будем проходить там на платную территорию чистую, потому что я хотела просто посмотреть на этих зубров. Никогда их вблизи не видела. Я надеялась, конечно, что будет какой-нибудь, может быть, сувенирный магазинчик, потому что меня просили, если я туда попаду, что-то купить. Но, к сожалению, по крайней мере, я не видела. Там касса была, где продавались исключительно, наверное, входные билеты, может быть, какие-то экскурсии, я не знаю. Но ничего такого другого я не видела там. А напрасно.
Могли бы что-нибудь прикольное сделать. Я с удовольствием, может быть, какие-нибудь магнитики, еще что-то купила на сувениры. То, что я как-то уже давно из Питера не привожу никому сувениры, ну, как бы... Точнее, привожу только что-нибудь такое, может быть, из косметики, что просят. Вот. А тут было бы хоть что-то необычное. А так, конечно, классно. Получила огромное удовольствие. Там написано, чем их можно кормить, чем их нельзя кормить. Надо было, конечно, тоже, не думали, а надо было бы озаботиться этим вопросом. Вот. Наслаждаемся на озере. Вот эти товарищи ничего не боятся, подходят. Мы их чипсами покормили. Тоже симпатяги. Ну, конечно, для них это плохо, что они не боятся людей, с одной стороны. Но с другой так мило, когда они так близко подходят. Можно сказать, с рук едят. Эти малявки так просто необыкновенно хороши. В общем, сижу на улице. Точнее, как, вышла немножко погулять, подышать воздухом. Поснимать вам немного. Цветы вон красивые. А то я как-то приехала и еще здесь ничего даже вам не поснимала. Ну, просто поездка вообще в целом-то хорошая. Но она вот реально пошла не по плану, не как всегда. Вот, я ехала в жутко взвинченном состоянии. Перед этим, как-то было все очень напряженно, и с Ютубом много приходилось снимать, ничего не успевала, вообще нервишки, и, соответственно, перед этим организм и дал сбой. И ехать было достаточно мне тяжело, хотя поезд комфортный, но не знаю, все было не так. Плюс еще вот эти жаркие дни перед этим. В общем, как-то так. Но восстанавливаюсь. Вот. Такое место нашли. Интересное. Ну, мы, кстати, видели группу ВКонтакте. Ну, в общем, тоже решила поснимать. Смотрите-ка. Красивые места. Пьем чай. Я просто люблю брать с собой на прогулки термос. А тут вообще место очень спокойное, классное. Пруд очень красивый. Идем к озеру. В этот раз пешком. Достаточно мрачно. На озере, можно сказать, никого нет. Был дождь. В общем, мы сейчас посидим на кораблике, так как везде мокро. В общем, такая красота здесь, воздух свежий. Тоже взяла термос. Хорошо, что еще и пляжное полотенце взяла, чтоб не на досках сидеть. Отличная прогулка. И хороший отдых. Дождь был вообще достаточно сильный. Мы шли с зонтиком.
еще пруд проходим. Ну и идем домой потихоньку. Я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.